Всем привет! Меня зовут Аня, и вы находитесь на канале Рукоделки-посиделки, где мы вяжем игрушки, создаем милоту и красоту, где вы найдете бесплатные мастер-классы. И давайте я вам расскажу, что же произошло у меня в этот творческий период. Меня давно не было. Почему? Мне поступило предложение связать моих зефирок 5 штучек, 5 овечек. Я согласилась. Думаю, классно, свяжу 5 штук. А потом девочка, которая предложила мне это, говорит, а давай, пусть каждая овечка будет индивидуальная, чем-то похожая на свою обладательницу будущую. Ну, думаю, хорошо, интересное предложение, но я не знала, в какую авантюру я вступаю, скажем так. Потому что надо было придумать волосики каждой, у каждой прическа индивидуальная. Я думала, может быть, связать одинаковых овечек, но каждой дать какой-то аксессуар. Нет. Девочка захотела, чтобы каждая отличалась своими особенностями, прической и цветом глазок. Ну и что? Ну, я связала, и у меня появилось все 5 овечек. Я не знаю, смогу я их взять в ручки так, чтобы все 5 взять. Вот такие 5 овечек получились. И давайте я вам их покажу немножко поближе. Ну и расскажу, как они появились. Подключение хочу вам показать. Вот мое стадо будущих овечек. Вот их 5 штук мне надо связать. Это была проба пера. Я хотела чуть меньше связать. Она такая лавандовая. Пока останется у меня. Вот незавершенная. Такая тоже прикольная будет. Но что же это за овечки? Мне надо каждую сделать индивидуально. Вот видите, это такая особенная с рыжим волосом. Но это как бы будет такой мальчуган. У него будут тапочки не розовые, а, наверное, темно-синие. И будет или галстук, или бабочка, чтобы обозначить, что это будет, ну, не овечка, а баранчик, наверное. Ну, кстати, я даже не думала, чтобы можно было, да, сделать рожки. Но заказа такого не было. А почему же у меня тут волосы? Дело в том, что заказчица хочет сделать как бы каждую индивидуально и под прически, ну, тому, кому она будет там потом их дарить, продавать, отдавать, не знаю. И я вот достала все мои запасы волос, всякие разные. Это у меня, смотрите, такая красивая есть шкатулочка. И у меня тут всякие драгоценности хранятся. Очень удобная. Кстати, недавно смотрела видео одно, что же подарить рукодельнице. И один из вариантов был, это вот такая какая-то соломенная корзинка для рукоделия. Но я отвлеклась. В общем, достала я все мои волосики кукольные. И теперь я подбираю, потому что, ну, вот это будет мальчик, к нему парочка, вот девочка. И волосы должны быть какого-то вот такого цвета. Ну, вот это мне как бы по цвету очень подходит. Но мне надо их в порядок привести, какие-то они такие. И вырезать, я не знаю, они будут слишком длинные. Эти же, получается, у меня овечки не такие большие. И как-то надо будет здесь вот так приделать, и чтобы это было и красиво выглядело, и не смешно. Не знаю, первый раз с таким сталкиваюсь. Вот как бы если бы мне заказали вот таких, может быть, просто как бы индивидуальная, там, я не знаю, кому-то сумочку в руку, кому-то там сережки на шею, там, бабочку или цветочек, как-то так сюда, может быть. А так, ну ничего.
И какие-то будут с очками, а какие-то будут без очков. И тоже я думаю, мальчугану делать ли ресницы или нет. В общем, все буду смотреть. Вот это мне надо все завершить. У меня на это осталось 2 дня. Я потом вам в конце уже вязовлога покажу, какие же у меня получились индивидуальные овечки, зефирки, да? Ну, а сейчас пошла дальше выбирать. Мне надо одна, чтобы была рыжая. Ну, тут я проблему решила. Вторая должна быть с вот такими волосами. Третья с бежевым, ну, с белым, блондинка, наверное, будет в хвосте у нее. Еще одна должна быть с черным волнистым волосом. Ну, я думаю, может быть, я вывяжу как вариант, не знаю. Я еще этот вариант заказчице не показывала, но, кстати, это будет у меня вот это последнее я вяжу. Камера настроилась. И вот здесь, я думаю, просто вывязать черной ниткой такие локоны. Но посмотрю. В общем, вот такие заказики. А одна должна быть вот какой-то цвет между этим и этим. Но вот этот я попробовала, не подходит, потому что там у прототипа вьющиеся волосы это совсем ровные, слишком рыжие. В общем, буду выбирать, показывать девочке, что она выберет, посмотрим. Ну, немножко вот вам показала процесса, а уже что же у меня получилось и какие они разные будут, покажу вам позже. Пошла дальше работать. Немножко передохну, вот сделала себе чаек, делаю мою предпоследнюю овечку. Это она у меня получилась самая крупная. Складываю, примеряю глаза. И вот эта овечка, ей тоже нужно будет паричок делать. И вот это самое сложное. Не знаю, там надо челка, чтобы была. Получится мне челка или нет, посмотрим. Там уже у меня, вон, видите, волосы, клеевой пистолет. А вот то будет последняя уже овечка. И я вам покажу скоро все 5. Все они такие разные получились, но прикольные. Ну что, буду доделывать моих овечек. И овечки. Вот все 5 штук у меня получились. Осталось только довышивать носики. Так, у меня на 3 носики есть. Осталось 2 носика мне вышить. И я уже вам покажу готовые овечки. Все мое большое или небольшое стадо. Давайте я вам первую овечку покажу, потому что это единственный, скажем так, мальчуган. У него здесь такая рыженькая шевелюра, потому что прототип рыженький. И видите, я немножко сделала другие реснички. Они более такие нежные. Их совсем немножко видно здесь на камере, но они немножко другие. Дальше я вам покажу овечек других, и будет видно огромная разница. Вот отличительная особенность — это бабочка, синие тапочки. Но не стала я делать другую обувь. Ну, это очень сложно, пусть будут такие. Вот в бабочках и такой, летних туфельках получился. Поверчу, покажу. Вот такой рыжуля вышел. Я предлагала девочке сделать полностью рыжую овечку, но ведь есть коричневая овечка. Она сказала нет, категорически нет. Беленькая, вверху только волосики рыженькие. Ну окей, вот такая получилась. И это двойной как бы заказ. Получается, это мальчуган, а к нему идет его подружка. На самом деле в жизни они пара.
И пока я мальчугана поставлю, покажу вам эту девушку. Она в очках, и поэтому овечка тоже в очках. Особенность, эта девушка носит длинные волосы, точно такого цвета, как у меня оказались волосики, и повязку на голове. Поэтому я вот таким образом сделала повязочку, пришила, и вот такие длинные локоны у нее получились. Ну, вроде неплохой вариант такой вышел. Как вам? Тоже чуть-чуть ближе вам показываю. Все точно такое. Я постаралась сделать из одной пряжи, так чтобы они были одинаковые, потому что другие овечки у меня будет пряжа отличаться. И вот получилась такая парочка. Еще вариант я хотела предложить дать им в руки сердечко, но заказчик говорит, нет, не стоит. Это как бы будет такая как бы и парный подарок, и у каждого своя овечка. Ну вот как-то так. И тоже такая особенность. Меня попросили сделать глазки цвета, как у прототипа, поэтому здесь у нас голубые глаза, а у мальчугана коричневые. Вот такие две игрушки. Первые я вам показала. Сейчас возьму еще следующую. Их пока отставлю. Следующая у меня будет похожая овечка, особенность только вот в таких белых волосах и локоны. Здесь, смотрите, я сделала немножко по-другому волосы. Ну, задача ведь не была полностью отобразить, скажем так, похожесть, лишь некоторые элементы. У этой овечки у меня бежевые волосы, да, блондинка она, тоже носит очки, поэтому в очках. У нее немножко другого цвета тапулечки. И видите, я здесь уже взяла другую ниточку. Как я вам покажу, это хорошо видно. И серая ниточка у меня другая, и белая. Здесь беленькая, а здесь такая молочного цвета. И поэтому, смотрите, они, конечно же, немножко по размеру отличаются. Совсем чуть-чуть, но отличаются. Вот такая. Ну, тут особенностей никаких нет. Единственный момент, смотрите, я хочу вам показать разницу. Вот эта девулечка. Тут я вроде так все и отсчитывала на 5-м ряду, но вот здесь голова получилась более такая поднятая, и если эта овечка стоит, мальчуган, то у нее как бы так голова вверх поднята, с такой гордостью он себя несет. А другие овечки я уже чуть ниже посадила голову, чтобы мне было легче делать вот прически. Вот такая третья овечка. Но это я вам ближе показываю, да, какие они получились у меня. Вот такие овечки. Так, ну и беру следующую. Ой, следующая это какая-то совсем другая. Ну, просто у нее прическа другая. Вот, смотрите, показываю вам. У этой девушки, видите, такой хвост в косе. Ну, на самом деле носит такую прическу девушка, и она тоже носит очки. Очки у нее красные. И, кстати, хочу обратить ваше внимание, смотрите, в мастер-классе я говорила, что можно просто очки сделать из цветной проволоки, что в этот раз я и сделала. Не было времени заниматься обмоткой, и я как раз купила красную проволоку. И вот такие получились очки. Соответственно, и тапочки я сделала красные. Ну и, конечно, помучилась я с этой прической, потому что очень сложно было как-то придумать. Эта девушка, у нее тоже такие же волосы светлые, и в основном она носит хвост, но внизу. Как бы я пробовала это сделать, это вообще некрасиво.
Но еще вот недавно она начала носить косичку, и я решила такой вариант. И как по мне, смотрите, она такая получилась прикольная, моднявая, да? Правда? Вот такая коса. Здесь я просто несколько спиралей сложила волосы, пришила и потом уже заплела. И вот в этом месте я не провязывала саму шерстку, чтобы легче мне было все это обработать. Вот такая 4-я овечка. Ну и сейчас я вам покажу 5-ю. На мой взгляд, она была для меня самая-самая трудная. Почему? Сейчас вам все покажу. Эту отставила и беру. Оп. Так. Вот моя 5-я овечка. Вот такая она, смотрите. Здесь я придумала ей цветочки. В чем трудность была? Прототип этой овечки, девочка. У нее волосы волнистые, но у нее челка. А особенность этой девушки, она всегда ходит с челкой. Как я ни старалась здесь придумать челку, у меня ничего не получалось. И это для меня был самый сложный вариант. Уже как придумать волнистые, я придумала. У меня были косички, я их распустила, хвостики доклеила. Как я здесь обработала, вам покажу. Смотрите, здесь я сплела косичку и наклеила сверху ее. И уже так пришила, чтобы получилось как бы такое каре. Каре из волнистых волос у овечки. Ну и как-то она смотрелась, ну, на мой взгляд, было лучше без волос. Может быть, потому что здесь темное, как-то все терялось. И я решила попробовать цветочки поставить, как веночек. И на мой взгляд, это так заиграло. И теперь это моя самая красивая и любимая овечка. Ну, конечно, я с ней расстанусь сегодня. Вот снимаю это видео, чтобы и вам показать, и у меня этот контент остался, какие игрушки я связала, потому что я с ними прощаюсь через часик. Придут и заберут моих милых овечек. Вот такие они получились смешные, особенные и неповторимые. Немножко вам рассказала про каждую. Вот такие смешнюли. Давайте все их выставлю вам сюда в кадр и покажу мою большую семью овечек. А вы хотите связать вот таких овечек? Я приглашаю вас. На канале есть мастер-класс бесплатный, и вы сможете связать любую из них. На этом вязовлог не заканчивается. Я уберу пока моих овечек. Отложу. И что же я еще связала на этой неделе? Знаете, у меня давно была такая идея связать игрушку перевертыша. Много видела примеров. Давайте я вам тут немножко поставлю, покажу. И я думала, что же такое связать? Весеннее. Да? Я вам обещала в сообществе, что буду вязать весенние игрушки. Ну, и какую же весеннюю игрушку я связала? А давайте я вам покажу. Смотрите, смотрите, какая у меня связалась птичка. Вот такая. Маленький цыпленочек. Он действительно маленький, хорошенький. Вот такой. А что же здесь? А какая же будет другая игрушка? Как я сказала, у меня эта игрушка весенняя. С чем у меня ассоциируется весна? Ну, конечно же, это с птичками, цыплятами, утятами. Но еще
и с кошечками, потому что у них начинается особый период свадеб, и кошечек мы слышим везде. И поэтому у меня перевертыш котенок. Давайте я вам покажу его, поверчу. И вот тоже такая милашка получилась. Вот и родилась у меня такая игрушка. Это мой первый опыт. Правду говорю, что я давно хотела связать такую игрушку. На ютубе, наверное, есть какие-то мастер-классы, но я их не нашла, не увидела. Поэтому, ища информацию, я нашла на Пинтересте идею вот такого цыпленка, цыпы, и основу вот этого колокольчика, ну как сказать, колокольчика, да, основу вот эту я взяла из схемы на Пинтересте. Она в англоязычном варианте. Для меня это не сложно. Я связала. По-моему, точно такую, может быть, да, точно такую. Вот этот колпачок я связала точно такой. И все. А потом уже глазки это самостоятельно придумала, это несложно. Птичку, помните мою? Вот такую. Похожие глазки. Клювик тоже, потому что который там был, мне не понравился. Ну, ножки, хохолочек, это понятно, легко и просто, и крылышки тоже. А вот что касается уже котеныша, котика, то тут уже я все сама придумывала, потому что схемки я не увидела, не нашла. Ну, тут все визуально легко и просто. Две ушки, несложно. Вот немножко я заморочилась с вот этими лапками. Почему мне сложно было? Может быть, я просто устала, потому что на самом деле легко вяжется. Ну, самое сложное в этой игрушке – это пришивать все вот такие детальки. Но, с другой стороны, это тоже можно рассмотреть как квест и творчество. В принципе, мне все понравилось. Как вам такая игрушка? Напишите мне в комментарии, хотели бы вы иметь схему или мастер-класс такой игрушки. Если да, я могу снять видео, потому что я все равно еще планирую, мне так понравилась эта идея. Может, вот такая игрушка у вас стоять, лежать, радовать кого-то или вас. А может быть вот такая, ну, правда, мило. И мне понравилась эта идея, я хотела бы связать еще несколько вариантов вот таких перевертышей. Это чудесный подарок, чудесная возможность выразить эмоцию подружке, другу, маме, ребенку, сотруднице. Ну, смотрите, какая милота, правда? Мне очень понравилось. Жду ваших комментариев. Хотели бы иметь такой мастер-класс? Снимать мне или не стоит? А может быть, вы просто хотели бы увидеть другие варианты этой игрушки-перевертыши, которые я свяжу? Пишите мне в комментарии. Мне будет очень-очень интересно и приятно с вами пообщаться. И пока я отложу мою вот такую цыпочку и расскажу о своих продвижениях дальше. Вот она тут так хорошо смотрится, смотрите. Hello there. Итак, что же у меня происходит? Я продолжаю вязать основную игрушку. Помните, я вам обещала, что приду уже с готовым изделием, но у меня не вышло. Но уже у меня 2 ноги. В прошлый раз была 1 нога и 1 рука. Сегодня у меня уже 2 ноги. Просто мне пришлось отвлечься на создание моих овечек. Все-таки их надо было связать 5 штук, ну и большую часть времени у меня заняла вот эта индивидуальность с волосиками, с особенностями.
Вот казалось бы, это так легко, но отняло мне очень много времени. Даже в том плане, как придумать, чтобы их сделать. Но сейчас не об этом. Овечек убираю. Так, 2 ножки готово. Ручка у меня тут тоже готова. Видите, я вяжу и с одного конца, и с другого конца. Ручка готова, но это я вам тоже показывала. И что же я успела связать? Ну вот я успела связать мордочку. Ее еще тут мало что видно. Мало что видно. Ну, здесь будут щеки. Будет утяжка мордочки. В чем тоже у меня было как бы замедление в работе, стопор. Ножки я связала, и я думала, чтобы ножки от ножек вязать туловище. Ходила с этой идеей, но потом все-таки передумала. Ножки я буду пришивать к туловищу, потому что, видите, здесь из-за того, что здесь коленочка, а здесь у нас были, ну, не убавки, а соединительные столбики, она такая красивая получилась коленка, но здесь у нас скос. То есть не ровно ножки, а скос. Поэтому вот мой вариант, чтобы вместе вот так их связать и обвязывать, и уже формировать тело, ну, можно было бы, но это настолько трудно и сложно. Я думаю, зачем нам лишние проблемы? Правильно? Правильно. Поэтому ножки будут пришиваться. Тело мы будем вязать с вами с макушки, как это, цельнокрольное, цельновязанное. Потом у нас будет туловище с пузиком. И потом уже будут пришиваться у нас с вами ручки, и все будет оформляться. Я очень надеюсь, что эту игрушку вы уже увидите в следующем вязовлоге. Я уже сама хочу ее увидеть и рассказать вам, что это будет за игрушка. А пока это просто заготовка. Но это та игрушка, которую вы предложили в нашем клубе уютных игрушек. И, кстати, да, у меня на канале уже 3 мастер-класса из клуба уютных игрушек. Это кошечка Мила, зефирка, овечка. И у меня, к сожалению, их уже нету, этих игрушек. Но мастер-класс есть, всегда можно повторить. И вот такой сит. Или один, или второй. Так что, если вы впервые у меня на канале, загляните в плейлист амигуруми крючком, игрушки, и там найдете все мастер-классы, которые есть на канале. Ну, а я с вами прощаюсь. Мне было очень-очень приятно поделиться с вами моими творческими начинаниями и свершениями. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какую следующую игрушку мне связать в клубе уютных игрушек. Потому что из того, что вы предложили, у меня остался лишь еще один вариант. А мне бы хотелось заранее что-то знать, чтобы продумывать эти моменты. И да, кто-то из подписчиц спрашивал, будут ли еще овечки. Конечно, овечки будут, овечки разные. Уже есть один мастер-класс, который я тестирую, и это, не знаю, в этом месяце, наверное, не в апреле будет, а в мае. И еще 2 варианта овечек, совсем других, не таких, как эти, есть в разработке. Одна будет из плюшевой ниточки, а другая будет по типу моей лошадки-гламурки. Ну, в таком ракурсе. Оставайтесь со мной. Я желаю вам творческих успехов, солнечного настроения. И мы скоро с вами увидимся. До новых встреч. Пока-пока.